Подведем итоги недели. На этой неделе прокуроры нарушили уже ставший привычный порядок зачитывания материалов дела согласно нумерации томов. При этом какой-то логики обращения к первоначальным томам, а затем опять к последним томам сторона защиты не усмотрела. А представление, так называемое представление доказательств стало еще более каким-то хаотичным и бессмысленным, и никак не связано теперь и не с нумерацией томов, и с обстоятельствами, подлежащими доказыванию. 2 дня почти прокуратура оглашала бухгалтерские балансы, на которые, по их мнению, были переведена похищенная нефть. Что же старалась доказать прокуратура и что она фактически доказала? Первое. Прокуратура подтвердила, что балансы являются действительными, а не фиктивными, как на них указывала сторона обвинения в обвинительном заключении. Так как эти балансы сдавались в соответствующей налоговой инспекции, и на первом листе этих балансов имеется штамп, входящий о принятии этих документов в налоговой инспекции. Также в балансах увидели, что перевести нефть на баланс не виртуально, нереально, но просто невозможно, так как такой графы, как и наименование с показателем нефть, в балансах отсутствуют. Кроме того, если учесть, что нефть похищалась, как утверждает прокуратура, беспрерывно, начиная с 1998 года, включая по конец 2003 года, то как ее можно было переводить на баланс, если балансы сводные сдавались только 1 раз в год, в марте каждого года. Таким образом, по мнению прокуратуры, получается, похитители вели себя совершенно необычным образом. Учитывали похищенное, платили налоги с похищенного, писали бухгалтерские отчеты и уведомляли об этом государственный орган, налоговую инспекцию. Что интересного из документов было оглашено? С такими амбициями был оглашен документ, так называемая аналитическая записка. Аналитическая записка занимала несколько десятков страниц и составлена, по мнению прокуроров, была одним из свидетелей. Я не буду пока называть его фамилию, так как он еще не заслушан в зале суда, может быть, он и не подтвердит. Так как в этой записке нет ни подписи лица, который ее составил, ни даты лица и никому адресовано. Опять же, непонятно, что хотела доказать прокуратура, но всем стало ясно и очевидно, что нефть не могла быть похищена только потому, что похищение это означает безвозмездное изъятие. Однако, по мнению автора аналитической записки, за каждую тонну нефти оплачивалась похитителями, в кавычках, себестоимость нефти, плюс сверху давался 1 рубль. Как же миф о безвозмездности изъятия нефти рассеивается? И очень интересным и без ответа остался вопрос, когда же наконец-то будет рассмотрено заявленное, по-моему, 2 недели назад ходатайство стороны защиты о предоставлении компакт-дисков с аудиозаписью лиц, стенограмму которых мы услышали на одном из судебных заседаний из уст прокуроров. Суд поставил перед прокурорами задачу, чтобы они высказали свое мнение и пояснили суду, где же все-таки находятся эти диски. Но 2 недели мы до сих пор не заслушали мнение прокуроров, и диски где-то, очевидно, потерялись, если они и были в прокуратуре. Очень интересно было бы в противовес представленным бухгалтерским балансам увидеть такие документы, также бухгалтерские балансы потерпевших. Потому что если нефть похищалась у них, то, соответственно, потерпевшие понесли убытки. И, безусловно, это нашло отражение в бухгалтерских балансах. Данные документы изымались и у потерпевших, и в налоговой инспекции. Однако почему-то не представлены ни защите, ни суду. И, опять же, потерялись в недрах Генеральной прокуратуры. Безусловно, сторона защиты к этим вопросам, которые озвучены были мною сегодня, будет возвращаться впоследствии, когда мы будем представлять доказательства. Ждем следующей недели.